Доброй ночи, друзья. Сегодня я хочу с вами поговорить о таком понятии, как чернокнижники, веретники, черные колдуны, черные маги иногда называют, хотя я не очень любитель вот этого названия. Но все же обсудим эти все понятия, когда они возникли, о чем они и так далее, и так далее. Итак, понятие веретничества, вот как ни странно, на самом деле очень недавнее. Веретничество, вообще понимание веретничества возникло в 21 веке. До этого времени слово веретничество, если звучало только в каких-то древних летописях, и то по-другому, там отверженцы церкви, проклятые, те, которых церковь как бы предала анафеме, проклятию, отлучению от церкви и так далее, и так далее, и так далее. Но веретничество, которое как бы приписывает, что оно происходит из слова еретик, да, еретичество, то есть отреченные от церкви, люди, которые отошли от веры, от церкви, от христианской веры, или православной, как хотите. На самом деле веретниками называли вообще любых иноверцев, могли и католиков назвать, те, которые отошли от настоящей истинной веры. Да? Православие правильно славить вообще-то переводится. Католики считают, что спасение души только через католицизм идет. Православные считают, что только православные могут попасть в рай. Мусульмане считают, что все остальные, кроме мусульман, вообще не имеют никакого права близко к раю подходить и так далее. Как бы это не звучало смешно, к сожалению, это истина нашего времени, и за это народы борются веками, перерезывают друг другу горло. Итак, слово веретничество, откуда оно возникло? Вообще, 90-е годы, когда пришел такой момент, когда все продавали, и все продавалось, и все рекламировалось, если помните эти бесконечные МММы, какие-то пирамиды, аферистические властелины и прочее, прочее. И вот в то время возникло очень сильно возник бум магических услуг. Так называлось. К сожалению, вот с того времени так и называются услуги магические или услуги магии, которые вообще я не приемлю и не понимаю, что значит услуги магии. Мы услуг никому не оказываем, мы помогаем, если хотим. Для того, чтобы привлечь народ и клиентов, многие новоиспеченные колдуны, я их называть не буду, но кто знает, кто изучает это все, те как бы сразу догадаются, о ком речь. Начали писать книги о древнерусском веретничестве, черных иконах и прочее, прочее. На самом деле, какое-то движение антихристическое, христианское, то есть антихристианское, извиняюсь, противопоставление христианству, естественно, существовало и в средние века, и в древние времена, но называлось по-иному. Веретничество, по сути, если уж по-честному, она в основном надуманная вещь. И в современном мире уже те, которые практикуют, постепенно начинают отходить от этого слова веретничество, перестают ее произносить. Может, оно и к лучшему, что оно все-таки имеет место быть, потому что каждое время диктует свои правила, свои условия. Да, вот в наше время возникло это понятие веретничества. Или мы приписали магии веретничества, отход от церкви. Но хочу вам сказать, что считать, что отход от церкви уже есть приход в лоно магии, очень большая глупость, поскольку магия, она существовала намного веков до церкви, до христианства, до любой религии, которая сегодня существует в этом мире. Поэтому заниматься, практиковать магией не означает стать еретиком или веретником. Абсолютно не означает, поскольку церковь еще не была даже в зародыше, когда в мире существовали законы магии, законы природы. Магия есть самая первая религия человечества. Поэтому вот этот термин веретничество немножко надуман.
Хотя, еще раз повторяю, оно может быть и хорошо, чтобы люди легче поняли и как бы быстрее дошло до них, что значит магия, что магия к церкви не имеет никакого отношения. Но все же термин веретничество, это термин новый. Он не приходит из древних веков. Следующий. Черные иконы. Существовали ли черные иконы? Нет, не существовали. Черные иконы точно так же это зарождение 90-х, как и веретничество. Черных икон не было. Однако были древние талисманы, были изображения дьявола, были изображения древних богов, древних духов, покровителей и так далее. Если хотите их назвать черными иконами, то называйте. Но построенные на этом сегодняшние какие-то учения, которые как бы относят к сатанизму, на самом деле к сатанизму ничего общего не имеют, поскольку черных икон, как правило, в древние времена не существовало. Ну, нету черных икон, и не было нужды в этих черных иконах. Понимаете, когда человек колдует, он обходится и без черных икон. Колдуны, которые, может быть, желали почитать вот эти древние силы, ту же самую Мать Море, те же самые бесовской там какой-то, то есть бесовские имена, привилегии, там перечислить их и поклоняться им и благодарить, может быть, имели какие-то манускрипты, какие-то летописи, в которых заносились там определенные дни, определенные праздники касаемо вот этих демонов. Но чтобы сказать, что рисовались черные иконы, им кланялись, ставили свечи, нет, этого тоже не было. Это тоже зарождение 90-х. Но пусть оно будет, если кому это помогает, на самом деле человек не в силах сочинять и придумывать ничего. Все, что к нам приходит, это приходит извне. Значит, кому-то это надо, эту информацию давать вот именно в 21 веке. Но как таковой черных икон не было, их не существует. Поэтому, когда вам говорят, что рисуют черные иконы, продают, и вы бежите их покупать, ну подумайте просто, стоит ли вам это делать и для чего вам это вообще нужно. Вы просто запустите в свою жизнь демоническую энергетику, но толку от этих черных икон для вас лично не будет. У меня, например, нет черных икон, и я не стараюсь их приобретать или рисовать, или ставить. Зачем они мне нужны? Если мне нужно обращаться к силам тьмы, ну, если я хочу изображение их видеть или ставить, или настроиться, да, для себя, то, ну, по крайней мере, я могу заказать статуэтки алтарные, вот и все. То же самое настрой, можете сказать, те же самые иконы, изображения. Хотя мы приходим не к ним, и мы просим не у статуэток, мы просим у сил, которые за ними стоят. А статуэтка – это всего лишь напоминание этим силам, что мы их чтим, что мы о них помним, что они для нас существующие сущности, силы, и поэтому даже их изображение у нас существует, у нас дома стоят, да? Как, например, Геката, она отгоняет все злые кошмары, все какие-то происшествия от дома. Это действительно правда. Но хочу вам сказать, что Геката тоже не каждому и второму покровительствует на самом деле. Можно приобрести Гекату и на свою голову получить очень много страшных проблем. А можно приобрести и как бы получить от Вселенной очень много хорошего и щедрого. Это зависит от того, имеете ли вы право приобретать алтарные статуэтки и ими работать. Так, следующее. Русское чернокнижье. На самом деле чернокнижье все-таки немножко такой, ну если не надуманный термин, то поменяли не в ту сторону. Правильно будет вообще ведьм черницами называли, то есть женщины, которые занимаются черными делами. Они могли как помогать, они могли как изгубить. На Руси вообще ведьмы всегда почитались, их к ним шли и никогда их не обижали, не трогали, в отличие от Европы. Хотя в Европе тоже я бы не сказала, что жгли ведьм. Жгли просто всех неугодных и тех, чье имущество церковь могла себе приобрести в свою казну, понимаете? Там колдуны, может быть, из миллиона, там 2 человека колдуны были, и те пострадали за то, что, может быть, где-то совершили ошибку, и силы их наказали вот таким образом. Но чтобы сказать, что колдунов можно так легко ловить и так просто сжечь, это неправда. И основное количество были просто женщины красивые, привлекательные, умные, сильные. Были врачи среди них, были знахарки, то есть люди, которые знали
свойства трав и так далее. Загубили отличный генофон, из-за чего европейки сегодня страшные, ужасные, без пластических хирургов, на них практически смотреть не на что. Вот к чему Европа пришла. Кроме того, генофон был загублен умных людей. Именно поэтому европейские страны, точно так же, как и Америка, очень часто просто покупают интеллект из той же Евразии, то есть из России, из азиатских стран, умных, красивых актеров, футболистов, писателей, они переманивают деньгами, потому что своих нету. Вот и все. Вот следствие как бы работы Великой Инквизиции. Итак, значит, чернокнижье тоже термин 90-х годов. Ну, мы называем себя, мы говорим, что мы чернокнижники, да, название присутствует, но не совсем так оно звучало. На самом деле, понимаете, как в древние времена никто не делил черных колдунов, белых, красных, зеленых, не знаю, как сейчас эта вот ерунда существует. Тогда просто колдун и все, или ведьма. А этим все сказано. К ведьме шли как загубить, так и спастись. И любая разумная ведьма, прежде чем взяться за дело, она советовала, разговаривала, пыталась даже отговорить, нужно ли тебе это, зачем этот человек тебе нужен, можно сделать по-другому в твоей жизни, и будет изменение и так далее. Любая умная, сильная ведьма, которая действительно была практиком, которая из поколения в поколение получала эту силу, да, она, как правило, выступала как психолог, и как врач, и как советник, и как друг. Не просто вот тупо бралась за дело. То, что вы видите в голливудских фильмах или в иных фильмах, где ведьмы просто так, знаете, абы кого попало, идут, закапывают, перекапывают, не знаю, что они там делают, это на самом деле образ такой киношный и тупой образ. Ведьмы совсем не такого типа люди. Они понимают, с какими силами имеют дело. И они всегда с человеком разговаривают, пытаются объяснить. И дело не только в деньгах. Почему-то принято считать, что если человек платит, то ведьма готова ради этого человека на все на свете. Ничего подобного. Она может не взяться за это дело абсолютно, сколько бы ей ни предложили. Если она чувствует, что за это она будет наказана, и что за это она получит, и что за это ей не сдобровать, она не возьмется за вашу работу, я вас уверяю. Итак, значит, термин чернокнижница, да, тоже, или чернокнижник, проходит, ну, из 90-х. Это переделанное слово черницы, черные. То есть те, которые занимаются черным делом. Что касаемо белых ведьм, знаете, как сказала Лавей, если женщина назвалась белой ведьмой, либо она дурит народ, либо совсем не понимает, чем она занимается, и ей еще нужно развиваться. Вот действительно, потому что магия и слово белые как-то не сочетаются. Неважно, что ты там делаешь. Снимаешь ли ты страшную болезнь, ты снимаешь через бесов. Наводишь ли ты эту болезнь, ты делаешь через бесов, то есть через те силы, которые тебя слушают и помогают. Далее, значит, разбивание икон. Вы знаете, во-первых, я считаю, что неэтично вообще разбивать иконы, рвать там книги, ту же самую Библию, без разницы, какая она для меня. Но это все-таки мудрость, это историческая книга, исторический документ. И вот его рвать и чем-то радовать бесов, я вас уверяю, что бесам это как бы по барабану. Рвете вы Библию или не рвете, или вы иконы разбиваете или нет. Тут нет нужды никакой. Это, знаете, как-то колдовать по-черному называется. До такой степени жесткость ввели, что вот просто прям разбивать, убивать и так далее. Если взять книги, например, там, 2000-х годов, да, начало, когда только начали издавать магические книги, как бы магические, и сегодняшние, уже разница чувствуется. Уже видна разница все-таки, немножко смягченный вариант, и более упрощенный, и более правильный, что ли, я не знаю, как вам сказать. Сказать, работают ли эти ритуалы, вы знаете, вообще в руках умелого мастера и палка стреляет. Даже если дело не в ритуалах, дело в нашей силе. А то, что там написано, может быть, оно и полезно, знаете почему? Потому что вместо того, чтобы сесть самой сочинить или искать в источниках более такой подходящий, потому что если вы где-то будете искать, вы должны определенно именно набрать, вот что вам нужно. А здесь открываете много вариантов всяких, можно под себя переделать. Там не всегда есть ключ. Я понимаю, почему ключа нету. Ну, во-первых, потому что не всегда автор знает ключ. Вот где-то что-то услышал, переписал, а как правильно сделать не знает, и как-то под себя что-то там
намудрил. Я, например, где-то читала, что надо на кладбище, значит, сходить для посвящения в колдовство, брать 30 кур, 30 петухов в мешках, идти резать. Вы представляете вот эту птицефабрику на кладбище ночью? Как по вам будет сторож стрелять с солью? А ведь куры же такой крик поднимают, они же не вытягивают шеи, чтобы вы их спокойно резали, правда? Нереальная вещь просто написана. Может быть, с одной стороны, для того, чтобы как бы новички там не особо пробовали колдовать, а может, может просто для того, чтобы получить деньги, там какой-то абсурд просто понаписали, а может сами не знают, как это надо делать. И вот настоящий мастер, когда читает вот эти заклинания, тот же самый Мансур, я вам скажу, да, есть там нужные вещи, есть там некоторые вещи, которым веет такой, знаете, древностью. Между строк читаешь, понимаешь, а вот это я переделал по-другому сделаю. То есть более упраздненный вариант для себя. Но если ты профессионал, конечно, оно сработает, все что угодно сработает. Но это не означает, что это древнее заклятие. Иногда печатаются такие книги для того, чтобы заманивать людей и вызывать интерес к магии. Это нужно. Это нужно для тайных обществ, поклоняющихся тьме, древним богам. Но это для вас немножко трудная тема, вам это знать не нужно и не стоит. Я понимаю, человек моей профессии тоже поймет, о чем речь и про что я говорю. Заманивать людей, создать интерес к магии. Вот и все. То есть вот эти новые названия, нововведения, вы относитесь ко всему с критикой. Вообще в этой жизни нужно верить тому, что ты уже проверил, понял, осознал, там, перепроверил, перечитал, уточнил и так далее. Не берите все на веру сразу же. Да, существуют чернокнижники. Сейчас уже так называют, чернокнижники. Пускай так будет. Не черницы, пусть будут чернокнижники, да. Веретники, может быть, это те, которые отказались от церкви. Ну, их, в принципе, весь народ, наверное, такой. Называться христианином и жить по законам христианства – это две разные вещи все-таки. Не в этом суть. Но веретничество – это уже надуманный термин. Но раз уж кому-то хочется назвать себя веретником, ну пусть называет. Черные иконы я уже объяснила. Ни один профессиональный колдун не станет на основе этих черных икон создавать какие-то общества и так далее. Ну, это немножко несерьезно, поскольку черные иконы все-таки они придуманы современными авторами. Их не было никогда. В древние времена колдуны, которые тем более не хотели, чтобы о них знали, например, не стали бы держать дома какие-то черные иконы, изображения черта и так далее. Еще раз повторю, бывали артефакты, бывали древние рукописи, на которых было какое-то изображение, и это изображение было сильным, если его просить, она действительно слушала, то есть она заряжалась энергетикой поколения, а потом уже помогала. Такое возможно, но черная икона и это изображение разные вещи. Я думаю, что вот эти две темы я раскрыла более-менее. Если у вас будут вопросы, задавайте или в личку, или на почту. Моя почта есть на сайте, можете набрать, найти. И все мои данные тоже. Только, пожалуйста, представьтесь, кто, что, и четко формулируйте вопрос, чтобы я просто между строк не искала, то есть не пыталась понять, о чем вы вообще хотите узнать. Всего доброго, до свидания.